Shadow Nick. Кстати, об Ато. Вы таки подарили ему зонтик? А может быть, живопись Бато стала другой после внедрения зонтика в процесс создания? Ну, конечно, как обещал, я ему подарил сразу. Уже, наверное, год прошел. Может быть, но я в этом не уверен. Вообще, художнику, который рискует показаться совершенно с другой стороны, ну, то есть все привыкли к тому, как ты пишешь, а ты выкидываешь что-то новое. Такой художник заслуживает уважения, вне зависимости, понимаем мы его живопись, не понимаем. Когда состоявшийся художник начинает писать по-новому, он предлагает взглянуть его глазами на мир. Зритель ошарашен, он не понимает. Есть авторитет художника, который выкидывает что-то такое, что зритель не дотумкивает, не допонимает. И авторитет заставляет зрителя думать, искать. Может быть, он что-то упустил. А может быть, в такой живописи скрыта какая-то тайна. Многие говорят, что хулиганит, ему все можно. Это не так. Человек делает то, что ему особенно близко. В какой-то момент мы не можем не делать это. Мы чувствуем, что подошли к какому-то рубежу, когда мы не можем не делать то, как хочется. Обостренный взгляд, обостренное письмо живописное, это Бато часто говорит, что ему помогает взгляд шаржиста на мир. То есть мир — это шарж. И приемы шаржа — обострение, преувеличение он использует для живописи пейзажа. Но согласитесь, это же очень неожиданно и очень интересно. Ольга Зюзина. Как чистить кисти, мне интересно после темпера. После акрила с 3-го раза можно выбросить кисти, а тут почти сразу так дубеют. После темпера, Ольга Зюзина, нет никаких проблем. Так же, как и после гуаши. Просто побольше клея. Побольше макать в воду, когда пишете. И вот пишете, например, несколькими кистями. Одной записались, а 3-й, 4-й лежат себе, дубеют. Ну пусть они лежат в водичке, что ли, хотя бы. Горизонтальное судно, например. Вот так вот класть. Ну, чтобы волосики мягкие не сминались, если вертикально. Почти горизонтально, под углом 15 градусов, пометьте себе. 10 можно, 5. То есть следить, чтобы они не дубели, которые не используются в работе, во время работы не дубели. А потом, ничего страшного, помыть с мылом и все. Я годами использую. У меня не дубеют. Просто я помню, что они могут задубеть, и я не кладу в воду, просто в воду их часто макаю, и все. Татьяна Загрекова. Смотрю вас ежедневно, пишу редко, только о том, что мучает. Натюрморт с тыквой, глиняным кувшином и так далее. В кувшине ветки хмеля и сухоцвет травы. Хотела светлую картину, но опять утемняю задний фон, чтобы выскочил передний план. Вопрос, когда можно использовать светлый фон? И в моем случае со стороны света средне-серо-зеленый. И далее уходит в темное, серо-зеленый, зеленый, наверное, плюс местами сиеной, охрой, наверное, похож на фон вашей картины с красной скатертью. Насколько верно? По натюрморту, Татьяна, очень много вопросов, и я задумал сделать урок «Композиция в натюрморте», где буду рассказывать, как ставить натюрморт, какие есть различные решения натюрморта, компоновки. В общем, очень много вопросов. Этому нужно посвятить серьезное, большое внимание. Так что это я сделаю. Что касается мучает, о том, что мучает, хотела светлую картину, темняя задний фон. Вы знаете, предметы, которые есть в доме, не надо много предметов. Их нужно поместить в естественную для предметов этих среду.
То есть, другими словами, не нужно писать, например, сапог или утюг вместе с яблоком. Но они не по сюжету не подходят. Нужно присмотреть в доме, где вы рисуете, или на улице, чтобы был задний план, среда, куда вы хотите поместить, что логично. И ничего не выдумывать, а вот писать, как вы видите. Это очень важно. Как только мы начинаем выдумывать, отходить от правды, появляется такая фантазийная неубедительность. Если вдобавок еще мы недоразвились в видении тона, в компоновке, в решении композиционном, мы должны помнить, что мы пишем композицию. Вот мы поставили все это не просто так. Мы ходим вокруг него, смотрим, с какого ракурса, с какой точки это взять наиболее выигрышно. Может быть, пофотографировать с разных точек фотоаппаратом и посмотреть так не спеша, не торопясь. Не использовать атласные ткани, дающие всяческие блики. И делать предметы, ставить, чтобы работали большие массы, чтобы они были контрастны. Не сближены, а контрастны. Вот, мне кажется, это может помочь. Но главное — писать правду. Ничего не выдумывать. Вот это самое важное. Светлый фон, серый фон, темный — не так важно. Важно, чтобы они были разложены, весь этот кадр, который вы компонуете, все было разложено на составные части. Чтобы было убедительно, чтобы вы поверили, что это вот так и есть. Софья. Если холст покрыт акриловым грунтом и по нему подмалевок сделан темперой, будет ли масло потом скользить? Стоит холст, загрунтованный акриловым грунтом, который мне не нравится. Вот думаю, что с ним делать. Попробовать как-то это спасти или отдать кому-нибудь? Конечно, спасти. Ну, не нравится вам грунт. Попробуйте, если вы еще не писали, водоэмульсионкой загрунтовать. Может, вам понравится. Редко кому нравится, но тем не менее. Мне очень нравится. По акриловому грунту масло будет скользить. Ой, даже если вы подмалевок сделали темперой по акриловому грунту, конечно, масло будет скользить потом. Потому что акриловый грунт — это пленка акриловая такая, вот, по которой склизко все. А водоэмульсионка не дает пленки, это матовость, там мел плюс ПВА-клей. Мел втягивает в себя масло, связующее, делает, кстати, живопись прочной. Так что мои рекомендации — сделать такой грунт, подгрунтовать любой акриловый холст, который я покупаю с акриловым грунтом, я грунтую еще раз водоэмульсионным. НН. Я пишу на акварельной бумаге без всякой грунтовки. Но так как опыт работы темпера у меня небольшой, не знаю, долговечна ли работа. Долговечны. Обязательно ли грунтовать бумагу? Нет, ничего не надо грунтовать. Бумага и есть бумага, на ней темпера будет вечность держаться, я уверен в этом. Акварельная бумага очень хороша для акварели, для темперы. Любая бумага, любой плотности хороша для темперы. 51-й урок «Теплый ноябрь». Это небольшой формат. Он интересен тем, что горизонтальная компоновка, сильно горизонтальный формат. Любой вытянутый формат, вертикальный, горизонтальный, это всегда преимущество. Как использовать это преимущество, как наиболее выигрышно закомпоновать мотив, об этом урок. В нем подробным образом показано и рассказано, как сравнивать тональные отношения больших пятен, как грамотно использовать мастихин в работе и почему это порой крайне необходимо. В этом уроке раскрыт главный метод живописца в работе над пейзажем. По крайней мере, тот, который я ставлю на первое место. 51-й урок «Теплый ноябрь».